Привет и всем, кто есть сейчас может на стриме, и тем, кто в записи может когда-то этот стрим будут смотреть. Всем привет и всем приятного просмотра. Мы продолжаем Сталкер, продолжаем с того же самого момента. Ну почти. Привет, Кирилл. Я так рад тебя видеть, ты даже не представляешь. Почти потому что я вчера совсем малость, совсем чуть-чуть, совсем капельку, прям капельку, капелюшечку вне стрима все-таки немножко побегал, немножко кое-что проверил, кое-что глянул. Например, там вот эти тайники, которые там внизу были, забрал. Например, один квестик все-таки сделал дополнительный. Уж простите меня, кому это прям может как-то, кого-то может как-то заденет, но по сюжетке и по остальным вот этим вот квестам я, естественно, уже ничего не делал. Больше ничего не делал. Вот только вот эти парочку тайников собрал, один квестик сделал. Фоном там еще немного побегал, в настройках покопался конкретно так. Надеюсь, сегодня будем тоже неплохо так стримить. Прошлый стрим мне очень понравился, если бы мы не начали прям его так мега поздно, и не был бы он таким ночным, прям мега поздним. Ну, как я говорил на прошлом стриме, что я уж был прям очень сильно настроен, чтобы стримить на позапрошлый день как раз таки. И вот даже несмотря на то, что он мега долго скачивался, я все равно решил, что буду начинать игру, буду начинать стримить, даже если это будет где-то прям чуть ли не в 12 ночи. Экс, привет еще раз, Кирилл. На прошлом стриме не был, потому что поздно было. Ну да, я и не сомневался, что скорее всего там никого не будет. Я был бы очень удивлен, если бы там кто-то реально был. Это было реально у нас такой прям ночной стрим. Я начал его где-то в 10 или 11 часов ночи по моему времени и стримил где-то до 3 ночи. Это было, конечно, редкость для меня. У меня такие ночные прям стримы до поздней ночи прям очень редко бывали. Прям по пальцах можно пересчитать, но, как я тогда сказал, тут такое событие, можно и устроить одно исключение, можно устроить праздник. Почему бы и нет? И я очень ждал этой игры. Ой, а как я ее ждал? О, я еще на прошлом стриме говорил, что это, наверное, это, наверное, самая ожидаемая моя игра за последние 5 лет, наверное, если не больше. Это, конечно, да, это я ее ждал уже мега сильно. И я рад, что ты ее тоже ждал, значит тебе будет, наверное, тоже интересно. Многие ее тоже, кстати, ждали, но из-за того, что тут системные требования Мамма Мия, я вам скажу, так что очень многие себе ее позволить не могут. А ты, Кирилл? Мой ПК, конечно, не потянет, ну вот все, тогда все. Я спросил, почитал следующее сообщение и сразу вот и ответ на мой вопрос. Не потянет, но я все равно очень рад, что она вышла. А я-то как рад, но то, что меня, конечно, потянул, не то чтобы, конечно, как-то очень хорошо, но это, мне кажется, не только из-за того, что у меня что-то как-то не мега круто, но и из-за того, что, конечно же, естественно, как все и ожидали, в том числе и я, что здесь с оптимизоном будет все очень-очень не круто. Надеюсь, это дело времени, патчи, там, обновления, все дела, рано или поздно все станет получше. Так, ладно, продолжим мы с того момента, как мы к бате там обратились. И тут у нас еще надо обратиться к капитану Зотову. Что-то припоя спросить. Вот мы тогда спросили батю, еще теперь можно спросить это. Давайте как раз и спросим. Вот он. Те, кто играл, говорили, что очень много багов. Ну, это ожидаемо, да. Я тоже, когда на прошлом стриме играл, немножко наткнулся там на некоторые мелкие такие баги, например, как то, что когда ящики разбиваешь, они и звуков не издают, и внешне ничего не происходит, просто моделька пропадает, исчезает. Также были более такие напрягающие моменты, именно то, что там ближе где-то к концу стрима, вот, например, вот этой же самой деревне, просто FPS падал, не знаю до скольки. Вот я еще сделал так, что теперь у меня виднеется FPS слева вверху.
Чтобы на всякий случай знать, сколько там будет падать, если будет падать сегодня. Ну, скорее всего, будет. И падало там, не знаю, наверное, до 10 или еще меньше FPS. Ну, короче, так все было отвратительно. Иногда это проходило, иногда долго прям не переставало. Но, насколько я еще вчера вот посмотрел, это не только у меня такая фигня. Значит, это не от моего какого-то железа, скорее всего, как раз таки из-за оптимизона. Поэтому будем надеяться, что все понерфят, попатчат. Надеюсь, скоро. Я когда узнал, что она вышла, такая ностальгия нахлынула и захотелось перепройти все прошлые части. Да, я заранее знал, что у меня тоже такое же будет, поэтому вот позапрошлый стрим я еще поиграл немного в старый Сталкер, но не трилогию, а просто там с модом. Просто побегать там по локациям знакомым, поностальгировать, атмосферу вспомнить, управление вспомнить, как я там говорил. На один стримец буквально поиграл, вспомнил, что как, и вот позавчера приступили уже и к этой части проходить. Сподіваюся, ти по ділу? Мені сказали, ти можеш допомогти з припоєм. Спершу тобі треба допомогти мені, сталкере. Сам знаєш із чим. Косий? Саме він. Ти дійсно віриш, що це Косий вбив твоїх людей? Це питання порядку, сталкере. Не віри. Якщо вільні вирішать, що можуть безкарно вбивати моїх людей, настане хаос. Ми обов'язково знайдемо і покараємо справжнього вбивцю. Але зараз... Для порядку вистачить і мародера, який привласнив те, що належить варті. І що я можу зробити? Косий мерзота. Але для всіх місцевих він перш за все сталкер. І місцевість довкола малої він знає. Можливо, такий сталкер, як ти, знайде його швидше за нас. А звідки мені знати, що ти не кинеш мене? Ми тобі не торгаші чи бандити. Варта слово тримає. Я в курсі, що вільні нас називають по-різному, але кидалами ніколи. Мені потрібні сенсори, які Косий познімав з тіл моїх людей. Але якщо водночас і самим Косим щось трапиться, я не сумуватиму. Утім, я ж не наполягаю, сталкери. Не ти, так інші охочі знайдуться. Виходить, наважився. Ну, хоч у когось на малій голова на плечах. Умови прості. Я тобі кажу, що знаю. Дядя А ти Льоня. наших хлопців не пресуєш. Домовилися. Кажи, а там вирішимо. Я попитав своїх. Думаю, він неподалік, на складі. Якщо ти відправиш загін, то Загін він одразу помітить. Краще наш друг туди прогуляється. А щодо того питання, сталкере, я спробую дізнатися. мені здається, що краще відправити твоїх людей, капітане. Вони значно досвідченіші і зрештою... Ти, дядько Льоню, не нервуйся, присядь. Посидимо разом, почекаємо новин з місця, куди ти моїх людей так сильно хочеш відправити. Сталкере, ти наказ чув. Удалого полювання. Удачной охоты, сталкер. Вот эти вот легендарные фразы. О. Вы видите это? Вы видите? О. Вот, например. Вот эти знакомые фразочки, ностальгия будет, будет частенько, я так понял. Так, у нас получается главный квест разделен на два выбора. Я не знаю, здесь можно сделать и то, и то. Там и бате помочь, и вот этому капитану помочь, или здесь уже прям с самого начала такие вот выборы идут. Тому или тому сделать помощь. Но в любом случае нам куда-то сюда, за этим косым. Ну, чуть-чуть не там заспамился. Ну да. Ну, подумаешь. Мне вот на вот такие вот баги, если честно, не то чтобы прям мега сильно Ніби й давно страшно. Мне как-то пофиг на такие вот баги. Это ожидаемо мной.
Вот то, что FPS падал тут на прошлом стриме очень сильно, вот это мне, конечно, было прям... Это уже мешало прохождению, потому что вот... Ладно, там где-то что-то не так заспамилось, где-то там баги визуальные, где-то там что-то то, кто-то что-то сё. А другое дело, когда прям невозможно играть, потому что 10 FPS. Вот это было вообще другое дело. И я еще, когда вчера вне стрима бегал, я заметил, что это походу все-таки как раз вот этой деревни. Не знаю, может это из-за того, что там куча NPC. Или что. Вот когда я за пределы деревни выхожу, все вроде становится нормально. Вот сейчас вот 80-90 FPS, все шикарно. Как мы вчера играли в самом начале, тоже все было шикарно. Потом в этой деревне что-то началось. Так, я хочу кое-что еще, наверное, поменять. По крайней мере, глянуть. Не поменяется ли чего вдруг. Бумс. Нет, нормально. Также, пока я бегал вне стрима, я тут заметил, что у нас тут архианомалия вроде как. А почему она у меня не обозначена? Я же к ней заходил. Я вот в ней даже вот этот мяч нашел. Это тоже, что ли, баг? Вот, теперь обозначено. Бульба аномалия. Нашел там вот этот артефакт. Странный мяч. Кажется, что пока он экипирован, пули в бою причиняют меньше вреда, особенно если стоять на месте. Вот это меня заинтересовало. Не только цена, конечно, но еще и вот это. Баф, если это работает действительно. Я помню, в одну игру играл, и там тоже пару багов были, но мне все равно было на их. Был один баг, из-за которого у меня прямо подгорело. Да, у меня вот так же. Вот. Но вот такие вот мелкие баги, там, то, что ящики, как я говорил, заметил. На прошлом стриме то, что что-то там как-то баговались, разбивались плохо. У кого-то я слышал там звуки выстрелов. Не слышно. Просто оружие стреляет, а звуков никаких не издает. Еще там многие всякие разные баги, визуальные, невизуальные. На такие баги мне пока пофиг. Но это, как я сказал, это понятно, потому что игра сырая, и это было много всеми ожидаемо, что будет много багов, с оптимизоном будет все плохо. Это ожидаемо, как бы. Не знаю, кто там ждал, что будет прям конфетка игрокам с самого хода. Не знаю, были ли такие. Я прям сразу настроил себя, что все будет не идеалити, но хотя бы более-менее играбельно. А вот на, как я сказал, на вот такие вот... Опа. На вот такие вот баги, где FPS прям падал до 10, это играть с таким багом невозможно было. Там, короче, квестовый персонаж спамился высоко, и невозможно было начинать разговор. И приходилось... Подождите. У нас гости. Эть. Чё такой толстый, что ли? Ну, еще, кстати, насчет сложности, здесь сложность тоже такая неплохая. Вот смотрите, какой он жирный. Что это за подлет был. Это у меня стоит средний уровень сложности. Я заметил сразу, что по солдатам каким-то, что по монстрам, что они капец какие жирные, что они капец как много урона мне наносят. Это средняя сложность. Представляете? Я еще вначале думал, может мне на высокую поставить. Не, тут и на средней мне дают прикурить. Неплохо так.
Я тут был или нет? Любимая плоть. Ага. Плоти. Я и кабанов встречал, и плоти, и полтергейстов, и кровососов уже встречал. Пока только таких встречал. Также артефактов некоторых уже успел насобирать. И вне стрима, и на стриме. Вот, например, вот эта коробка. О, вот еще один как раз баг. Только хотел сказать, может сейчас будет как раз баг, чтобы показать вам. И вот как раз он. Моделька исчезла, а еще гости. Ну, 4 патрона надо них садить, окей. Нет, не 4. Видать, плохо попал. Так, вот про вот это меню, про вот эту менюшку я уже и забыл даже. Так, я вижу там внизу аномалия, это значит, что там пещера, это значит, что где-то тут есть вход в эту пещеру, потому что отсюда я прыгать не очень хочу. Она тут почему-то живучая. Ну да, тут вот, как я только что сказал, со сложностью и с врагами тут что-то, не знаю. Немножко, наверное, намудрили, это как бы средние сложности, они такие прям жирные. Когда я с солдатами какими-то дрался, там, если не в голову стрелять, то ты будешь... Капец, как долго с ними разбираться. А главное, зато они по тебе будут стрелять прям как терминаторы какие-то. Шаг вправо, шаг влево, и все, и тебя вынесли. Зато они жирные все, капец какие. Піднімайся повільно! І руки тримай, щоб я бачив! Тихо! Это что такое? Это обрез просто. И, ну, продадим, как бы он целый, новый. У меня есть вот этот получше. Эй! Ну что за гостеприимность? Тут сохранилась группировка наемники? Я без понятия. В самом начале игры, и тут пока в самом начале, знакомых каких-то группировок я пока вообще не слышал. Там в будущем наверняка мы когда пойдем подальше, и там, наверное, опять нам напомнит, если есть кто-то новый, кто-то старый. Так, это у нас растяжка, да, что ли? На которой только что бомбанулся. Да, вот еще одна. Это надо аккуратней. Ти хто Спокойствие. такий? Якого хріна тут забув? А что по звуку, кстати? Очень надеюсь, что наемники и долг сохранились. Но вот долг вроде как сохранился. Я где-то краем уха слышал, что вроде долг будет. Это можно, наверное, назвать маленьким спойлером для себя. Я где-то услышал краем уха, что долг вроде будет где-то там дальше по сюжету. Насчет наемников не знаю. Спокійно. Я ствола прибрав, бачиш? Свої. А може, ти вартівська сука? Винюхуєш тут щось? Хоча ні, пикою не вийшов. Та й сильно ці козли горді, щоб сталкерське лахміття надягати. Звалити звідси допоможеш? Раз свій, як сталкер сталкеру.
А сам чому не звалиш? Варта все перекрила. Суки лягаві. Але в мене є свої сталкерські шляхи. Це ви вночі напали біля Старого мосту? Навіщо? Вночі? Ні. Я вже зранку цих виродків знайшов. Ну і добив напівдохлого. Бачив би ти, як ці козли з нами кілька років тому. Скільки добрих сталкерів загинуло, коли ці виродки вирішили показати, хто в зоні хазяїн. Та в сліпого пса більше людяності, ніж у варти. Тож око, курва, за око. Є ідеї, як з малої звалити? Є одна, але потрібен артефакт. Тут у печері поряд він точно є. Ага, это та самая пещера, наверное, которую мы там видели. Кислотная. У печері? А що там? Та звичайна печера. Нічого особливого. Але йду туди я, не ти. Ну добре. З аномальним полем. Все. Що за артефакт? Як він допоможе? Все тобі розкажи. Звичайний артефакт. Просто знаю, як з ним треба. Ясно. Більше питань нема. Так що, допоможеш? Справа життя та смерті. Гаразд. Я дістану артефакт. А я одразу в тобі сталкера впізнав. Детектор є? А ти як гадаєш? Звичайно, є. Ну хто зна, я всяке в житті бачив. Гаразд. Чекаю тебе з перемогою. Ага. Опять все самому делать. О, вот так вот должно быть. И звук есть, и визуально есть все нормально. А то иногда то звука нет, то модель как ящика пропадает. Да, конечно, можно докопаться, но, как я уже сказал, у меня это не то, чтобы как-то смертельно. Но просто вот если прям для галочки, для себя списочек какой-то составлять, сколько мы всего такого вот странного увидели. Вот мы сегодня увидели провалившегося в пол NPC, видели вот ящики. Сегодня еще FPS не падал, и слава богу, надеюсь, сегодня мы этого не увидим. Так, вот вход в пещеру. Плоти мы вроде здесь всех перебили. Но это не точно. Потому что я еще кого-то где-то слышу. И вижу трупики на миникарте. Ладно, не хочу нарываться, а то сейчас опять какой-то кровосос вылезет, и я его буду убивать полдня. Кровосос капец какой жирный. Вот я на прошлом стриме его убивал. Вот это плоти, сколько мы в 4-5 патронов из дробовика, на минуточку из дробовика влупили, и они живучие, как и я. Кровососы я там только патронов в него всаживал. О, это средняя сложность. Ну, погнали. Так, в пещерах обычно могут быть снорки, поэтому мы наготове. Так, не лагай, вот, началось, да? Началось, да? Ну вот, накаркал. Все, перестало. Вот, накаркал, вы видели, надеюсь, слева вверху. 10 FPS было. То ли это из-за того, что прогружается локация иногда. У тебя ну не хватало тут только. Какие жирные.
Надеюсь, он здесь хотя бы один. Вы видите, видите? Жердяй какой. Так, ну так я буду его полдня убивать. Ему пофиг. А нет, убил. Я, конечно, не считал, но мне кажется, я дофигища него садил из дробовика, еще потом этим дострелял. Это мне тоже немножко не нравится, что здесь враги капец какие жирные. Патронов с ними не напасешься такими темпами. Давайте-ка поменяем на более тяжелую пуху. О. Так, вот я намажу. Многие говорят, что игра плохая. Кажется, я знаю, кто эти многие. Помню, как я ненавидел снорков. О, да. Тихо, тихо, тихо. Опля. И сматываемся. Сматываемся, сматываемся. Что у нас тут? Плесень. Химзащита, ну плюс радиация. Я уже не знаю, сколько находил артефактов, и все они добавляют радиацию. Так что я их одевать пока ни одного не смог. Вот единственный, который нашел, немножко необычный, в смысле того, что он не дает вот каких-то бонусов подобным вот этим. Но то, что вот здесь написано, пули в бою причиняют меньше вреда, особенно если стоять на месте. Вот это меня заинтересовало, поэтому я и решил его надеть. Не знаю, это работает или нет. Опа. Что интересно. Иногда, конечно, в тайниках вот таких можно найти, например, какую-то пушку уникальную. Я так пистолет какой-то уникальный нашел. Вот эту, кстати, пушку, которую у нас в руках, тоже нашел в особенном месте. Артефакты иногда можно даже найти, но зачастую прям... Так, отсюда все не выбраться, ну блин. Но зачастую обычно просто патроны, колбаса, консервы, вода, водка. Но я не согласен. И я тоже. Вот и все. Привет, Герт. Вот ты и попал на стрим. Раз уж на прошлое не успел, наверное, лег спать, то хоть сегодня вот заскочил. Я рад. Я обожал находить тайники и исследовать зону. У меня точно так же, вот точно так же. Я больше эту игру ждал, чтобы вот поностальгировать, знакомая атмосфера там, знакомые монстры, локации, спойлер, NPC даже знакомые здесь будут у нас. Так, плоть, иди в баню. Не вижу смысла вас убивать.
Еще, кстати, один минус для меня, я еще на прошлом стриме говорил, то что при убийстве монстров, не знаю, может это пока что, может в будущем это появится, но пока что вот при убийстве монстров нельзя их там, например, с них какой-то лут получать, как с врагов, как с NPC. Там, шкуры, сердце, хвост, например. Для меня это пока непривычно немного, и это пока минус для меня. Но может в будущем это появится. У нас, кстати, с самого начала игры болтов тоже не было, а потом появились болты. Может с этим так же. Да, но запись посмотрел. И как тебе? Самое начало игры. Нет, комикс не прочитал. Ну, артефакт у тебе? Якого хріна не попередив, що в печері така мудота водиться? А ти б тоді пішов туди? Отож бо й воно. Не хочу спойлерить, но, по-моему, мы в игре встретим стрелка. Вот как раз про вот это я и говорил, да, что спойлер. Но мне самое главное не говорить когда, на каком моменте сюжета и где. То, что встретим, это вот я знаю, что, например, долг у нас еще будет впереди. Тоже типа спойлер. То, что Шрама мы встретим, главного героя Чистого Неба, тоже типа спойлер, я знаю. Но не знаю где, когда, вот это для меня главное не знать. То, что знаю, что он будет, но это мы еще в трейлерах, допустим, видели. Но это, ладно. Еще в трейлерах мы видели, что Стрелка, что Шрама. Но вот главное, чтобы не знать где, когда. Вот если мне вот это заспойлерят, вот будет обидно. Да забирай, Арт. Тримай, Он все равно вали мне, звідси. все А равно ти мне красава, не сталкере. нравится. Але грошей не дам. Нема. В смысле? І манаток нуль. Пошарпало мене. Хіба що от є така вартівська хрінь. Фіг знає, що це, але може знадобиться. Бувай! Зона дасть, побачимося. Что там? Сенсоры? Сенсоры? А, это квестовые, что ли? Я уже думал, что-то типа такое, что на пушку вешается, типа прицела там, что-то такое. Еще когда я вне стрима бегал, нашел, кстати, вот этот лимитированный энергетик. Энергетик Non-Stop Limited Edition. Единственное на таком виде. Больше я еще таких никогда не находил. За все начало игры не знаю, будет ли в будущем еще такие, или это реально какую-то пасхалку разработчики сделали и прям один единственный на всю игру. Энергетик такой оставили. Еще вот с этими записками я не знаю, что делать. Их вставлять, может они для квеста какого-то надо, или нет, или их смело можно продавать, выкидывать там. Вот еще что-то скажешь? Чого тобі ще? Я думав, ти одразу двигнеш із зони. Одразу можна лише коні двигнути, зелень. До зони готуватися треба. Поміркувати, що, куди. А головне, навіщо? Чому ти так варту ненавидиш? Настільки, щоб добивати беззбройних. Вони ж наважилися. Мразоти! Була в мене група. Ще до Ріхтера. І база була. Справжня. І що? На хімзаводі. А, точно! Ти ж свіжина! Коли варта хімзавод вирішила під себе підім'яти, вони не церемонилися. Дали 15 хвилин на вихід з речами з їхньої території. А тих, хто не встиг, просто перестріляли. Озброєних чи ні? Тож, немає в мене до цих покидьків жалю. І не буде. Ясно. Гаразд. Не заважатиму. Ось це правильно. Всі б так. Ага, я пошел. О, 5. Ладно. Дальше. Это выполнили. Отдать сенсоры Варте или... Ну, собственно, капитану или Рихтеру. Давайте Рихтеру.
На прошлом стриме я решил, что сначала пойдем по этому пути. Если здесь реально прям выбор, то или то делать надо. Потом уже тем дерется. Я помню, когда в Припяти встретил стрелка. Ага, и вот опять. И вот опять здесь старых знакомых. Вот что я не знаю, так это встретим ли мы здесь еще главного героя Зова Припяти. То, что Шрама и Стрелка встретим, это я уже в курсе, а вот третьего нашего главного героя тоже или нет? Так, а тут я не был вроде. Эти домишки я не смотрел еще. А тут ничего нет. Тут вообще ничего нет. Ну капец, вообще ничего нет. Вот я видел, как NPC курят, а главный персонаж может. Здесь я бы протестировал, но у нас нету сигарет вообще никаких, чтобы это протестировать. Не знаю, будут ли. Мое мнение, что скорее всего нет, но потому что в Припяти давался выбор. Улетать из зоны или остаться. Ну, посмотрим, посмотрим. Если что, будет сюрпризом приятным, так скажем. Так, чуть в аномалию не приперся. Нигде ничего нет. Мало ли. Но если встретятся все три легенды, мне такая ностальгия будет. Ага, представляешь, вот прям все втроем в одном месте, прям против какого-то, не знаю, какого-то главного злодея в этой части. Я не знаю, кто здесь, что здесь по сюжету. Или будет ли здесь вообще что-то такое, или здесь опять не человек будет главзлодеем, а опять какой-то что-то. Так скажем, финальный бой. Все главгерои прошлых частей и главгерои этой части собрались. Это уже каким-то пошло не сталкером, а не знаю, уже каким-то фэнтези. Когда вот идем на босса всей толпой. Что-то такое. Так, нам сюда. Здрасте. Дякую за допомогу. Ти не уявляєш, наскільки це важливо. Сенсори в мене. Я свою частину угоди виконав. Тепер розповідай про припоя. Я вже казав, що в тобі не сумнівався, а? Припій. Технік Мсопа. Слизький тип. І ти не сильно схожий на людину, з яким припій зазвичай працює. О, это тот тип из трейлера? Ага, да-да-да, он самый. Который еще пел. А на кого я, по-твоєму, схожий? На людину видатних можливостей з пошуку різних ідіотів. Ми з тобою тут дуже схожі. Что? Але якщо серйозно, припій жадібний боягуз і ніколи не соромився бити в спину.
Як він опинився в лавах Мсопа, я без поняття. Хоча. Чого це я? Мудил там вистачає. А от те, що ти з припоєм знайомий, мене дивує. Розкажи детальніше про цей МСОП. Чергова охоронна структура з великої землі, яка вважає, що може казати сталкеру, куди йому йти, а куди ні. Тільки ці ще й носа свого далі периметра не пхають. Не густо. Це все, що ти з'ясував? З припоєм я раніше був знайомий. Випадково. А ось те, що він на сфері засів, це було для мене новиною. На ній, кажуть, мсопівці карти аномалій малюють. Так ось звідки ти його знаєш. Зізнавайся, що ти біля Старого мосту робив? Аномалії шукав? Чи щось цікавіше? Розкажи про Сухіна. Сферівців начальник і припоє командир. Якби на Малахіті створювали енциклопедію головних мразот зони, то його пика була б на обкладинці. Було діло, коли він 2 сталкерів наказав розстріляти. І знаєш за що? За контрабанду, яку їм сам же і продав, а потім зрозумів, що продешевив. Якщо Сухін раптом не вбачай подохне, тобі навіть батя подякує. А він ще той пацифіст. Розкажи детальніше про сферу. Кажуть, з її допомогою можна мапи аномалій креслити. Або навіть більше. Що саме більше, ніхто не знає. А хто знає, не поспішає розповідати. Це ще проекту X будівля, а в ті хащі краще не лізти. Мне интересно, тут будет какой-то местный компас, который позволит мне быстро телепортироваться туда-обратно, потому что здесь сейчас телепорта вообще никакого нет. Ну, анекдот И сам себе не розкаже. в будущем, когда придется бегать на какой-то другой конец карты, это бы очень сильно пригодилось, потому что я уже тоже наслышан, что здесь бегать не будет немало, что задолбаешься бегать. Що я там робив, мої проблеми. А от що ти там забув? Гарне питання. Пішов перевірити нову світлову аномалію, звичайно ж. Її з пошти гарно видно було. Шукав причину, знайшов тебе. Цікавий збіг. 1 на мільйон, я б сказав. Гаразд, ми відійшли від теми. Сферу штурмувати в лоба – думка тупіша навіть за похід в зону без болтів. Абсолютно не рекомендую. Але у мене є ідея. Просто скажи, що робити далі. Так не смішно. Я дізнався дещо цікаве. Після того, як варта почала наводити кіпіш, Сухін віддав бійцям наказ зачистити резервний вузол зв'язку під ребрами. І що? Там монстри? Гірше. Свідоцтва Сухінових незаконних оборудок. Компромат січеш? Думаю, ти там зможеш знайти дещо корисне. Дещо, що відчинить нам усі двері. А, то есть мне все еще осталось в квестах отдать эти сенсоры капитану, так я их уже отдал, как я их ему еще... О, мне дали противогаз наш первый, наконец-то, боже мой. И новый комбез, который починенный, а то мой уже поломанный весь. Так, верните мой мячик. Это надо будет продать. У нас, кстати, аптечек 1 штучка осталась. Кошмар, катастрофа, срочно надо к врачу. Срочно. И как тут иногда местами темно. С ума сойти. А, ну все, типа, да, мы сделали выбор. Теперь у нас все с этим. Дальше у нас сюда. Тут тайник появился. Вот, кстати, вся карта. Чого нам боятися, братчики? Это ЧС, я так понимаю. Як тобі на роду написано, І от це ЧС. так воно і буде. Какая-то еще локация в тумане. Наверное, Припять.
Но то, что здесь полным-полно знакомых локаций, просто обновленных, это точно я знаю, что будет. И я прям уже представляю, какая будет тоже ностальгия бродить по тем же деревням новичков, Барт, Сторинген, Свалка, Агропром, Дикая зона и так далее. Пам'ятаю, як одного хлопа закрутило в каруселі і... Давай на цей во. Мене і так після останнього викиду нудить. Так а почему эти зеленые стали? Это типа у меня с ними репутация повысилась или что? Были белые, стали зеленые. Дядя Леня, проводник, кстати. Я к нему еще не ходил. Вот мне к Николаевичу, к медику надо. За аптечками. А то аптечек одна штучка, это катастрофа. А то еще хочу кое-что проверить. Ну-ка. Зараз би в лазню. А если вот так? Вроде нет разницы. Вот FPS падает прям иногда. Вот это мне вообще не нравится. Вообще не нравится. Что это такое? Пец. Не, это мне больше всего пока не нравится. Вот эти вот падение FPS до 10, до 20, это ужас. Это вроде говорят фиксится тем, что вот просто перезагрузиться или выйти из игры и зайти. Но, блин, выходить из игры это будет долго. Попробуем сохраниться, загрузиться. Мне кажется, еще хуже стало. Мне тоже так кажется. Я когда в Сталкер играл, мой первый раз, где лет 8, и вот тогда у меня был интерес, я, конечно, не особо проходил сюжет, но все время изучал разные локации. Это многих, я насколько знаю, что как раз, когда тогда проходили, вот как ты говоришь, что, например, лет 8, и сюжет просто пробегали, вот пофиг вообще было на сюжет, кто-то там бежал в Припять побыстрее посмотреть, кто-то на ЧС бежал побыстрее посмотреть. Кто-то просто локации бегал, исследовал там аномалии, мутанты, лут, тайники. На сюжет вообще было пофиг. Поэтому вот сейчас говорят, что вот когда во второй сталкер играешь, то тут желательно как бы знать сюжет прошлых частей, а многие сюжет не особо знают или не особо помнят, потому что этот самый сюжет плохо проходили. Поэтому рекомендуют, например, глянуть какие-то видосы там по сюжету первых частей, кто не в курсе. Я-то, если честно, тоже не то чтобы прям все помню сюжеты, но хоть что-то помню. Вроде стало опять нормально. Значит, помогает вот это, что загрузиться, сохраниться, загрузиться, точнее, наоборот. Это у меня еще средние настройки, как видно. Такая вот беда иногда бывает. Мне кажется, это начинается происходить, когда я просто в настройки ухожу. Не из-за того, что я что-то там поменял в настройках, а просто вот я вышел в главное меню, настройки, и все, и началось. Вы видите вот это вот? 5 FPS. 14, 20. Это ужас. Что-то сегодня еще больше вот этих зависаний, чем на прошлом стриме. На прошлом стриме мы почти весь стрим бегали нормально, а только вот когда в деревню зашли, начало лагать. Сегодня вот прям с самого начала началось. Не только в деревне, там и в мельнице вот это и были лаги, еще где-то были лаги. Ну, это пипец какой-то.
Но игра просто требовательная, да, вот. Я говорю, у меня как бы не слабенький ноут, который я обновил и специально, чуть ли не специально для сталкера, и даже он. Я уж молчу про какие-то там ультра настройки, это, наверное, надо какие-то прям самые офигенные, какие-то 40, 70, 40, 80, 40, 90 видеокарт. Это супер, конечно, да. Супер-пупер. А у меня же еще не забываем то, что стрим еще тянет неплохо так. Кроме стрима у меня еще тут программы кое-какие запущены. Я пробовал вчера играть без стрима, без всяких программ, и было вроде как нормально. И вот этих подвесонов почти не было тоже. Вот то, что еще плюс стрим, плюс то, плюс все, это еще, конечно, влияет. Но опять-таки, вот когда мы позавчера стримили, я говорю, что весь стрим все было нормально. Только вот под конец, когда в деревню пришли, начало лагать. С самого начала прям. И не только в деревне. Думал только в деревне из-за того, что тут много NPC, но вот и поза деревней лагало. Вот это пока мне больше всего не нравится. Надеюсь, это поправится. Потому что я смотрел, это не только у меня, это у многие жалуются, то, что FPS внезапно падает очень сильно, а потом сам возвращается. Иногда быстро, иногда нет. То, что она еще и недавно вышла, думаю, у нее оптимизация не очень. Очень не очень. Прям очень-очень не очень. Это, наверное, только на самых топовых прям все идет более-менее нормально. Без всяких лагов, без всякого вот этого тормаживания. А у кого там относительно нормальные компы или вообще на какие-то минимальные, которые еле-еле тянут, то у тех прям все очень печально, очень плохо. Так, секунду. А тут еще и OBS что-то. Возникает. И... Ну, короче, все, я боюсь теперь настройки заходить. О, мій улюблений пацієнт. Здоров! Завжди радий допомогти. Аптечек дай аптечек, много-много. Все. По сколько они? 270. Я беру. Ты забирай вот еду, у меня этой еды хватает пока что. Это тоже. Так, это он не берет, это надо будет кому-то другому продать. Вот так. Завжди радий. Але ти все ж обережніше там, у полі. Угу. Так, надо Блин, опять я вышел настройки, ну блин. Сейчас опять будет плохо, наверное. Я хотел гамму поправить. Это что-то без фонарика иногда капец как темно. Подожди. Сохранить. Ну, 60. Вот я дверей не вижу. Черным черно все. Что менял, что не менял, блин. А от і... Для... Бла-бла-бла-бла-бла. Вот это забирай и вот это забирай. Плюс 2600. Заглядай! Притримаю для тебе найкраще. Еще, кстати, я после прошлого стрима все-таки выключил режим стримера, Щось коліна крутить. чтобы музыка все-таки была хотя бы, а то Або викид. на прошлом выключил, наоборот, точнее, включил этот самый режим стримера, чтобы музыка без авторских прав была, и радио просто все время было выключено.
Тишина была. Я думал, что хотя бы хоть что-то будет играть, а иногда... Да и не иногда, а всегда. Просто выключенное радио было. Это вообще было не атмосферно. Так, нам прямо сейчас бежать, да? Несеться якось по зоні сталкер на тачці. На блокпосту його гальмує патруль. Зброя є? Ура! Сейчас ты в какой вообще локации? Залесье называется она. Вот эта деревня, например. Пар Залесье. Вообще вся вот эта зона малая зона. Но это что-то новенькое. В оригинале такой вроде не было. Я не помню, по крайней мере. А-а-а. Вот как тут играть? Подождите, я попробую что-то тут намутить. Да хотя тут я не особо что-то и могу сделать. Прям самые минимальные, хоть что-то. Не знаю, это повлияет, вообще нет. Ну, либо это опять отвисло со временем, либо может как-то действительно повлияло. Я сомневаюсь. Так, вот тут я, кстати, тоже уже бывал. Не стрима бегал, тут артефакт даже нашел. О, тут опять есть артефакт. Великолепно. Где ты? Ай-яй-яй. О. Где-то тут?
Где? Эй! Блин. Он как раз вроде появился и меня засосал. Интересно, будет новый артефакт или тот же, что я тогда находил? Я находил два вне стрима. Это один вроде как был золотая рыбка, а второй крысиный король вроде как. И оба они тоже там давали радиацию плюс, поэтому я их и не одевал, и еще какую-то там защиту. Хим защиту, еще какую-то защиту, поэтому я их продал. «20 FPS», да. Я в Зооприпяти с помощью бага накопил очень много золотых рыбок и продал. Я вот таким не очень люблю пользоваться какими-то багами, там, читами. Разве только что для прикола. Не, ну это все, это уже за пределами деревни уже игра с ума сходит. Давайте я ее перезапущу. Это уже не смешно. Реально каждые пару минут такое вытворять. Это еще на прошлом стриме там только под конец что-то началось. А тут прям... Прям кошмарикус. Да в смысле игра уже запущена, алло. Мне пишет, игра уже запущена. В смысле она запущена? Она не запущена. Не врите. Вы все врете. Ну? Мне кажется, такими темпами придется прервать прохождение. Ой, как же я жду каких-то первых патчей, первых обновлений, блин. Я думал, что вчера уже что-то будет, хотя бы там первый патч дня, там. Первого дня, как обычно бывает в таких играх. И да, теперь еще как назло, давай мы не будем запускаться, да? Ошибись. Игра меня троллит. Приложение не отвечает. Меня прям решили заскамить по полной программе, да? Что, не заходится? Представляешь?
Не заходится, представляешь, решила еще, кроме игры, еще сама программа вот это вот меня вывесить. Как это назвать? Как незаконным подлости каким-то. Сделай-ка вот так вот хотя бы, чтобы не черный экран у вас был. А если эта падла сейчас не запустится, я не знаю, что мы будем делать. Ну и сколько там, всего часик поиграли где-то. Это уже меня реально бесит. Надо именно сейчас, да, когда у меня стрим идет, когда-то я тут пытался играть, просто перезапустить игру, вот надо именно сейчас мне тут выпендриваться, вот это предложение будет мне сейчас любые ошибки, любые вообще проблемы выскакивать, вот что угодно, чтобы мне все пошло не так. Обожаю, вот когда такое происходит, когда вне стрима все запускаешь, все работает, только запустил стрим, в прямом эфире начинается. То не работает, это не работает, то вылетает, это не запускается. Не, ну, не хочет и все. Давайте я попробую перезапустить комп вообще нафиг. Тогда стрим, наверное, разделится, ну и фиг с ним. Да. Это закон подлости какой-то сумасшедший.